Всем привет из Германии! А мы только что были в Геттингенских лесах, смотрели на башню Бисмарка, и вот с высоты этой башни смотрели на город Геттинген. Там было две смотровые площадки. Одна на высоте 21 метр, вторая располагалась на высоте 31 метр. И вот с этих смотровых площадок открывался прекрасный вид на Геттинген, на горное плато, на огромные лесные массивы. И вот весь город лежал в самом прямом смысле у нас на ладошке. Мы спустились с этой возвышенности, на которой стоит башня Бисмарка, и приехали в город Геттинген. Город Геттинген находится в земле Нижней Саксонии, является пятым по величине городом в земле Нижней Саксонии, и еще это город науки, потому что здесь 1/5 часть населения составляют студенты, студенческий городок. Здесь старейший в стране Геттингенский университет. А это перед нами казарма. Мы уже начали свою экскурсию по городу. Она построена была в 1318 году, вот на часах время. Я уже рассказывала, что мы путешествуем после обеда, и вот и время 3:15. И вот такое здание комендатуры. Она действующая, эта комендатура, и там табличка, на которой указаны часы работы. Это здание построено из карьерного камня. Вот за сегодня мы уже видим вторые солнечные часы. Одни мы видели как раз, когда шли к башне Бисмарка, и здесь увидели. И вот табличка с годами постройки, 1318 год. Она была восстановлена в 1923 году. Вот о чем говорит эта табличка. Мы идем по городу, и на противоположной стороне вот от этой массивной казармы прямо в центре города протекает вот такая речка. Но глубина, я не знаю, сантиметров 5 или 10, не больше. Но река протекает, уже оживляет улицу. Вот. А мы нашли итальянскую пиццерию, ищем вход. Вход мы, конечно же, нашли, потому что хотели кушать. И вот в такой приятной и красивой пиццерии мы оказались. Думала сначала, что это только одни часы в этой пиццерии, но оказалось, что не одни. Здесь еще и раритетная швейная машинка, и утюг доисторический, и лампа, и весы, и подсвечник, и еще одни настенные часы. Эта бутылка вообще, наверное, объемом 5 литров. И еще одну машинку увидели. Гуся увидели, которого, слава богу, еще не успели зажарить. Вот такой красиво оформленный интерьер итальянской пиццы. Ну а мы уже заказали пиццу и ждем, когда же нам принесут вкусную итальянскую пиццу. В чем мы не сомневаемся, что она будет вкусной. Нам уже с мужем принесли. Ой, какой тут аромат, какой запах. Стали сразу щипать края этой пиццы. Хрустящие, вкусные, горячие. Просто красота. Огромные пиццы. Мы не съели свои порции, забрали с собой. А это дочки принесли пиццу с горгонзолы. Вот сверху шампиньоны. В общем, посещением этой итальянской пиццерии мы остались довольны. И пошли путешествовать по городу дальше. Это вот интерьер этой же самой пиццерии. Вот еще одни часы. Здесь все часы показывают одно и то же время. 10, 10, 10, 10 и эти 10, 10. Вот. Еще одна машинка. Это такой аппаратик, напоминает самогонный аппарат с трубочками стеклянными. Утюг вот не приподняла. Не знаю, приподъемный или нет. И вот такой вот чайник, который на своем веку видал, всего видал. А мы только вышли из пиццерии, перешли на противоположную сторону и сразу увидели
на асфальте, на тротуаре вот такие камушки памяти. Я уже рассказывала о них, когда мы были в Мюнстере, что они заложены в память о тех людях, которые жили здесь, которых депортировали. Вот. Но здесь вот было написано, что убить тогда-то, к сожалению. К сожалению. Идем дальше, никакого маршрута у нас нет, вот куда ноги ведут, туда и идем. Видно, что уже дождик накрапывает, никого на улице уже нет, все разбежались, мы одни ходим. И здесь ходить очень просто, подними голову вверх, увидишь вот такие колонны башни, смело иди, точно к чему-нибудь интересному и хорошему придешь. А мы пришли к церкви, которая называется Соборная церковь Святого Иоанна. Она оказалась старейшей в городе. Зал церкви выполнен в готическом стиле и относится к XII веку. Готическая каменная церковь состоит здесь из трех частей. Вот. И церковь выполнена в романском стиле. А я увидела, что дверь приоткрыта, и услышала слабо доносящиеся до меня звуки музыки. Я оказалась права. Здесь звучала музыка. Играл симфонический оркестр, запись симфонического оркестра, а скрипач играл свою партию. Как классно! Так классно! Вы не представляете, мне даже не хотелось отсюда уходить. Мне даже не хотелось уходить из этой церкви. Такая прекрасная музыка звучала. Но идем смотреть эту церковь. Вот такие красивые, уходящие вверх окна. Вверху заканчиваются вот такими красивыми узорами. Мне так нравятся они. Вот такая церковь. И таким образом мы вышли на главную площадь города Геттингена, на рыночную площадь, где находится здание ратуши. Здание ратуши средневековое, которое было построено в 1270 году. Ныне здесь мэрия. А перед самой ратушей, вот ее охраняют, и львы охраняют, перед самой ратушей есть знаменитый фонтан. Именно забавной студенческой традиции обязана своим титулом самой целованной девушке Европы Лиза Гусятница, стоящая на главной площади города. Вот это еще показывает здание ратуши. Такой величественный, вот уже видно, что без 15:05. Да, дело к вечеру идет. Вот, а это сам фонтан, знаменитый фонтан Лиза Гусятница. И у студентов Геттингена есть древняя даже традиция. После окончания университетов с получением диплома все направляются на эту площадь, к этому фонтану, вот в эту ажурную арочную беседку вставляют цветы, дарят Лизе цветы, а Лизу целуют. Вот она держит гусей, 2 гусей держит, 3 в корзинке с цветами. Вот. Но лет 100 назад руководство города приняло закон о запрете такой традиции, потому что это оказалось не безопасным делом. Но если бакалавры и магистры перестали бегать к девушке на свидание по случаю получения дипломов, то вот те, кто защитил докторскую диссертацию, смело нарушают этот закон. Вот. А мы видим, что в ратушу люди заходят, выходят и захотели тоже зайти и посмотреть. Двери открываются автоматически, и мы вот прям с порога, в прямом смысле этого слова, оказались в таком прекрасном, шикарном помещении. Вот такое помещение.
Даже не знаю, что первым мы ее увидели, или вот эти балки, старинные, средневековые балки с такой красивой росписью, или картины на стенах, наверху гербы, колонны такие красивые, посередине сцена, значит, здесь проходят концерты, лекции. И вот балкончик для особо дорогих гостей. Еще раз поднимаем голову вверх, любуемся средневековыми балками, потолком, красивыми рисунками. Очень впечатляет, очень впечатляет. Идем дальше. Я, когда усаживалась, не знала, что этот шар вращается. А дочка видела, подглядела, что на нем до нас уже кто-то крутился. Усадила меня, думала, ну сейчас будет меня фотографировать. Но, оказывается, на нем можно вращаться. Но не упустили возможность и мы повращаться на таком шаре. У него поверхность, высшая точка этого шара всегда чистая. Тут постоянно кто-то вращается. Шли и пришли вот к такому зданию. На углу оказалась вот такая скульптура, а это церковный приходской офис, приходской центр иезуитов. Наверху башня с часами, уже 5 часов вечера, и вот такая скульптура. Два пальца подняты вверх, в руках что-то держит и стоит вот на таких головах. На таких головах стоит. Тело змеиное напоминает. На входе скворечник. Это уже из современной жизни. И вот рядом, это мы шли как раз по улице с фахверными домами, вот рядом увидели загороженный дом, огороженный, и он подперт 3 огромными, мощными, длинными вот такими балками. Вероятнее всего, дом может обрушается, потому что мы посмотрели год здесь был 1600, а эта табличка, скорее всего, Ягана Андреас и фамилия знаменитыми людьми, которые проживали в этом доме. Кто-то, может, проживал, кто-то, может, творил, не знаю. И вот такой фахверный дом, да, вот видно, вот постройки 1600. Вот, украшен также красивой резьбой, опять эти же самые таблички, фонарь со львом и вот элементы фахверной постройки, вот деревянные брусы. Что характерно, они выкрашены всегда в темные цвета, темно-коричневый цвет или же бордовый цвет. Вот я видела их выкрашенными в 2 цвета. Вот, да, рядышком как раз правее видим, что такой бордовый цвет выкрашены. Нашли еще один фонтанчик. Вот такой фонтанчик, где могут утолить жажду и люди, и собаки, которые гуляют по городу, но не сами по себе гуляют, а с хозяевами, потому что самая нижняя чаша с водой находится прямо на земле. Вот такой оригинальный фонтанчик. Купили мы мороженое, сидим на остановке, а вот это табло 17:25 это время, а первая строчка показывает 6 минут, осталось до прибытия автобуса маршрутом 41. Вот такая интересная деталь, которую мы запомнили в этом городе. И вот еще одни камушки памяти. Здесь их вообще очень много, очень много. Вот, в память о тех людях, которые здесь проживали. Вот, я же вам говорю, стоит поднять вверх голову, и сразу видишь или вот таблички, мемориальные таблички с известными людьми, конечно же, если они здесь висят, которые здесь политик, которые здесь работали, жили, творили.
вот в память о них установлены вот такие мемориальные таблички. Исторические уже года-то какие? 1792-1794 год. Это здание, наверху которого стоит рыцарь во всех доспехах. И недалеко находится церковь, евангелически-лютеранская приходская церковь Святого Якоба. Вот она, такая церковь. Зал церкви выполнен в готическом стиле. Начало строительства 1361 год. Для готического стиля уже характерны арки с заостренным верхом, узкие высокие башни и колонны, фасад, который богато украшен резными деталями, и многоцветные витражные стрельчатые окна. Очень красивые витражные окна. Это церковь Святого Якоба. Очень большое здание. Наверху увидели вот такой флюгер-ракушку. Не знаю, что это обозначает, но рядом, с другой стороны, нашли вот такой памятник. Прочитали, что это памятник Святому Якобусу. И вот он тоже держит в руках эту ракушку. Вот кто знает, что это обозначает, напишите, пожалуйста. Прям интересно даже знать. Рядом здесь детская площадка, качели. Вот сейчас покатаются дети, и я тоже покачаюсь на качелях. Я уже говорила, что очень люблю и никогда не прохожу мимо. Ну, естественно, когда есть возможность, всегда покачаюсь на качелях. И вот напротив этих качелей, детской площадки через дорогу, видим еще один раз, третий раз такой знак. Вот на стене. Не знаю, что это означает. Интересно было бы узнать, но в интернете никакой информации не нашла. Ну, а мы сейчас еще спешим, знаете куда? Хотим посмотреть памятник Лихтенбергу. Это немецкий писатель, критик, ученый. Вот это здание находится на главной площади. Мы вновь пришли к ратуше. Именно Лихтенбергу принадлежит введение обозначения разных видов электричества знаками плюс и минус. Вот он в руках держит этот символ со знаками плюс и минус. И еще ему, Лихтенштейну, принадлежит открытие электрических фигур, которые названы его именем. Фигуры Лихтенберга. А вам говорю, до свидания.